Проект «Память места» развивается достаточно давно. И в течение 3 лет он обрастает различными смыслами, новыми образами, новыми идеями, новыми техниками. И найти начало этого проекта, точку отсчета, мне было не так просто. И я думаю, все-таки это крыши, которые находятся в доме напротив, того места, где я живу в Москве, на улице Новорязанская. Крыши, трубы как-то меня вдохновили давно и стали моим молчаливым собеседником. Каждое утро я просыпаюсь, встречаю новый день вместе с ними, праздную погоду, в разное время года. Очень люблю их на рассвете, когда падают такие длинные и нежные тени. Очень они красивы в сумерках, когда снегопад. И вообще образ крыш для меня — это определенный такой символ дома, что достаточно, наверное, необычно, потому что не фундамент, а именно крыша с трубами. То, что я запоминаю о каждом доме, когда встречаю различные какие-то интересные архитектурные моменты. И это было началом истории. А сама история, о чем она? Это история о настоящем, о прошлом. Это история о детстве. И я думаю, мы все родом из детства, и все наши воспоминания, ощущения, взаимодействия с пространствами, с которыми мы встречаемся в жизни, все вот эти вот пространственные моменты имеют очень тесную связь с тем, что мы когда-то повстречали, полюбили или не полюбили в детстве. Поэтому как он развивался с точки зрения художества, да, что мне было интересно как художнику. Как художнику в этом проекте было очень интересно попробовать поработать с таким забытым для меня материалом, именно с бумагой, потому что все предыдущие серии и проекты в основном выполнялись на холсте, техники масляной живописи, темперной, акрил и холст, как сам такой материал крепкий, плотный, который готов выдержать многое и сказать это громко, ярко, по-другому. Бумага очень нежная, бумага очень хрупкая, бумага очень чувствительная, в ней есть действительно запах, вкус, толщина, край бумаги, звук бумаги. И именно работа с этим материалом располагает к очень камерному, такому доверительному, нежному обращению. И вообще интересно, что именно бумага дала возможность создать слои, на которых появляется герой сегодняшних дней и прошлых, встречаются. И как все происходило? Значит, первый слой — такие акварельные зарисовки как раз крыш, стен, каких-то переулках, деревьев, такие эскизы той жизни настоящей, которая окружает меня, моих близких сегодня здесь. Следующим слоем легли как раз афорты и сухая игла, техники печатные, техники глубокой печати. Надо сказать, к печатным техникам мне посчастливилось снова обратиться после долгого-долгого такого перерыва. Потому что когда я училась в полиграфическом институте, и каждый год мы изучали ту или иную технику из стампа, это было чудо, это была радость. Потом такой возможности не было, и когда она возникла, то, наверное, была такая встреча, опять же, встреча с техникой, встреча с каким-то таким любимым станком печатным, который для меня с детства казался чем-то абсолютно магическим и нереальным. И вот этот второй слой, сухая игла, когда изображение царапается на пластине иголкой, потом наносится краска, и на влажную бумагу уже печатается, создается оттиск. Именно в технике сухой иглы исполнены лица, какие-то сценки жанровые из прошлых и те мотивы, которые я нашла, исследуя архивные материалы и фотоальбомы моих родителей в родительском доме в Ростове.
Вторым таким касанием появились фотоафорты. Тоже здесь интересно отметить, как современные технологии, какие-то новые введения дают возможность старым классическим техникам трансформироваться и создавать абсолютно новый эффект. Потому что, когда я училась, мы создавали сухую иглу и афорты на цинковых пластинах или медных. Значит, такой трудоемкий, сложный процесс. Все, что сделано для проекта «Память места», я использовала для сухой иглы пластик. И на пластике было сделано очень большое количество, порядка 50 вот этих пластин, слоев, которые печатались, а фотоафорт выполнялся на тонких алюминиевых пластинах, опять же в таком же интересном уже порядке, когда на пленке рисуется изображение, потом это изображение экспонируется уже на алюминиевую пластину, и уже алюминиевая пластина с этим контуром, прорисованным самим образом, травится, и уже с протравленной пластиной печатается сам эстамп. И именно эти фотоафорты, для них были выбраны, я их называю артефакты, то есть те элементы архитектурные, опять же, взятые во время моих прогулок по Ростову, которые сохранились с времен детства. Очень многие исчезли, как, например, трамваи такие старинные уже не ходят. Все трамвайные пути разобраны, уже совсем другие маршруты, какие-то фонтаны разрушенные на этом месте. Стоят уже высотки и новые абсолютно районы. Всегда тоже грустно возвращаться на свои детские площадки. Ты понимаешь, что вместо своих старых, любимых, привычных горок или качелей стоят новые пластиковые. И, опять же, место меняется, и дух места меняется, чувства меняются, но воспоминания остаются. И очень радостно, когда есть такие элементы, которые остались. Как то самое пирожная картошка, которую я так люблю изображать в различных техниках. И даже само кафе, где мы каждое воскресенье собирались и с родственниками гуляли, выбирали для чаепития то, кому что нравится. Я всегда выбирала именно картошку, и для меня это вкус детства. Или же мои любимые стрижи, которые неизменные, которые также носятся в небе и создают особый какой-то звук летнего жаркого южного неба, и особенно сумерек. Поэтому все эти дополнительные образы легли как раз при помощи фотоафорта вторым слоем. И, наверное, последним таким завершающим касанием в этой графической серии явилось тиснение, техника высокой печати, когда, наоборот, все печатные элементы наверху. И для тиснения я выбрала образ сердца в виде такого коралла, какого-то элемента растительного, потому что для меня это, опять же, символ поколений, символ какого-то живого, вечно пульсирующего органа. Кто-то исчезает, умирает, уходит, кто-то новый появляется, кто-то уезжает далеко. Но при этом эта связь поколений, связь близких людей всегда жива. И мы не можем об этом забыть. Но после того, как графическая серия у меня сложилась, и, в принципе, я ее, можно сказать так, отработала и пережила, а тема памяти места не завершилась, потому что мне захотелось все перенести в живописную историю, и живописная серия тоже имеет свое такое название, как палимсест. Палимсест в переводе с греческого значит «использовано еще раз». Это когда рукописи стирались, смывались, и по старым рукописям писались новые книги, что тоже интересно, потому что пластическая идея чего-то исчезающего, полуистертого и проявляющегося через слои времени, и пространства, тоже было близко, и была какая-то для меня тема интересная уличного, такого стрит-арта, и отношение к стенам, когда на стенах появляется очень много каких-то изображений, они закрашиваются или осыпаются, исчезают, появляются снова. И именно этот палимсест вдохновил на продолжение тоже исследования, такого визуального поиска архивных фотографий и их изображений уже на холсте. И что еще интересного, что к этому проекту написали тексты мои друзья и мой сын,
К этому проекту я сделала видео, опять же, проанализировав фотографии из альбомов и попробовав понять, проследить такую женскую линию, такое поколение девочек, как выглядела бабушка, когда я была 5 лет, прабабушка, моя мама, я, моя дочь. И вот это, наверное, поколение девочек, этот образ тоже прошел определенной такой красной нитью через всю серию, живописную, графическую. И я подумала, что действительно это удивительный момент, что вот эта поверхность бумаги, поверхность холста дала возможность встретиться в жизни, в реальности людям, которые, в принципе, никогда бы не могли друг друга увидеть. Как могла прабабушка попасть на одну детскую площадку с правнучкой. И это такая магия, наверное, чудо искусства, которое всегда интересно наблюдать и переживать. И про текст, возвращаясь опять к текстовой части, то, что написал Никита, очень интересно с его точки, с философской такой точки зрения, с точки зрения философии, которая имеет название, обозначение как хронология, такая поиск, погоня за призраками, попытка понять, да, вот это прошлое, осознать этих призраков, поймать, зафиксировать. Я думаю, в этом проекте это как раз удалось. И текст, который написал мой друг, написал его на английском, и он очень звучит красиво, поэтично, английское «Drawers of Memory», то есть ящики памяти. И смысл в том, что мы открываем ящики памяти, и начинается удивительное действо. И это так.